The second largest country in Europe is Ukraine. Host to the Euro 2012 football tournament, it gained independence from the Soviet Union in 1991. With this new freedom came a new documentation system. Those who failed to update their passports and identification papers were left without access to social welfare. Poverty, disease, alcoholism and violence are widespread across the country, and several hundreds of thousands of children find themselves existing under difficult conditions. Many of them become homeless at a very young age and continue to live on the streets through adolescence into adulthood. The Soviet system left a strong legacy of cronyism and corruption, and so this level of corruption is a hindrance to development of all parts of the system, and it makes people disbelieve in the system, and they don't want to try to correct their documents. It's expensive, it takes time. You know, during the time of the Soviet Union, to be homeless was illegal. People found living on the streets without work were put in jail or put in prison. And even though there may be more people rough sleeping or sleeping on the streets in this country than in other countries, you don't see them here because they hide. DePaul runs a day centre above a church here in Kharkiv. Here they offer the children a safe place to eat, wash and provide fresh clothing. Children also get support from medical staff, trained social workers, psychologists and teachers. Я оказалась на улице с 99-го года, когда у меня умерла мама. Но я училась в интернате, и когда меня ловила милиция, то меня отправляли в интернат. Но я там не находилась больше 1 дня. Никогда. Я всегда только меня туда привезут, выкупают. И я там через 2 часа, могла и на следующее утро оттуда сразу убегала. Там все было не так, как дома, не так, как на улице. Там есть свои правила в интернате. И мне было там не очень комфортно. Мне не хотелось учиться, мне хотелось гулять, курить, дышать клей, пить водку. Это было лучше, чем сидеть в интернате и учиться на тот момент. Nina, project manager here at DePaul, offers to take us out. This is where some of the children that use the day centre live during the winter months. В этом люке жили очень много наших детей. Оля начала жить нормально, тоже в этом люке она жила. С другой стороны есть кран, где можно было покупаться, там теплая вода. В принципе, этот люк такой сухой, поэтому крыс нет, они спали на трубах. Девчонки снимут люк просто на камеру. Хорошо, я же спрашиваю. Хорошо. В DePaul я работаю как сестра милосердия, сестра тоже как медсестра. И здесь оказываю первую медицинскую помощь. Когда приходят наши клиенты, то они проходят регистрацию, и если необходима первая медицинская помощь, то они приходят сюда в центр, сюда в кабинет. Ну и плюс еще на выездах на автобусе. The night bus service goes out twice a week. They meet with the children aged 12 to 21 at designated locations where they are fed and counselled by the team. До этого мы жили там, на подвале. Потому что я поссорилась с родителями, потому что с папой в основном, когда он с нами жил, потому что рукоприкладством занимался. Окей, супер. В 3 года меня на лавочке кинули родители. Меня подобрала милиция, и вот так оказался. Милиция у нас такая. Короче, мне дали после окончания интерната жилье. И я жил там ровно 2-3 недели. А потом пришли милиция. Короче, показали, что они типа из милиции. На 7 дней подряд упирался, не хотел уходить.
Выгнали на улицу там с одеждой, со всем остальным. Говорят, типа, иди туда, куда хочешь. Но они с снарядом пришли. The next day, Nina took us to a well-known site where some of the children currently live. Here, they have no access to any facilities and will often use drugs. Ну, как раз в этом вагончике ночуют и живут люди. Наши дети, но они, скорее всего, те, которые здесь живут, будут перемещаться в люки, потому что ночью уже холодно. Здесь разным занимаются, и клей дышат, и наркотики принимают, в принципе. Обычно нюхают квинтол, он недорогой и не так много там таких вредных веществ может. Обычно они открывают и нюхают, через рот вдыхают этот клей. А потом видят разные картинки, у кого насколько хватает воображения. We left Kharkiv and travelled 4 hours north to the capital, Kiev, a far more developed city with the impression of wealth. We soon learned that the situation here was just as dire. Here we visited Caritas, a religious charity founded by Father Roman that heads a team devoted to improving the lives of young people in the city. Це був 92-й рік, коли Україна нещодавно вийшла тільки, стала незалежною. Багато людей, дітей стало дуже потребуючими. Вийшли на вулиці, жили на вулицях, жили в люках, жили в місцях, які дуже тяжко назвати навіть місцем проживання. І, власне, тоді ми почали працю із ними. One of Roman's associates, Sasha, offers to drive us around to meet some of the people they help. We left Sasha's vehicle at the roadside as there were people he wanted us to meet. He has worked with them for many years, and through their lack of parental guidance, they see him as a father figure. Сирота осталась, мало родителей умерли в 97 году. Мама и папа. Забрали в приют, была в интернатах, училась. Убегала оттуда, а так жил на улице с того времени. А почему убегала? Просто там решетки, там дисциплина надо, там порядок требует. Здесь свобода тут? Да. Ну с возрастом понимаешь, что не свобода, а плохо все. Да. Sasha pulled over at the side of a main road where he had spotted a young woman he wanted us to meet. She insisted we walk out of sight. Сколько лет? 22. Давно уже на улице? Да, нормально уже. Я даже уже сбилась со счета. Приблизительно. Лет 7, да. Так. Наверное, так, может, больше даже. Вот. Ну как попала сюда, как получилось? В парня влюбилась, я так к нему ушла. Понятно. Чем занимаешься? Работаю. Ну, значит, Катю мы знаем где-то около 7 лет. Ну, у нее есть там проблемы со здоровьем. То есть сейчас она вот вышла зарабатывать деньги, как говорится, способом подработки на трассе. То есть, в принципе, да, у нее был ребенок, значит, ребенка забрали, сейчас ребенка усыновили. То есть, в принципе, ну, это, как говорится, лучшая жизнь, я так думаю, для ребенка, чем на улице. Давно на улице? Да. Ну, сколько лет? Я здесь, как очутился, посмотрел, как люди клем дышат. Можешь показать. Ну, то есть, в принципе, это ребята, которые имеют семьи. То есть, вот этого мальчика, что мы видели, что давал интервью, то есть, у него есть мама, есть меньший брат. Ну, а он находится на улице. То есть, когда вот задаешь
вопрос, ну, есть у тебя семья, есть у тебя, как говорится, меньший брат, мама есть. Чего ты не находишься дома? Ну, намного было бы тебе, я думаю, удобнее и проще находиться дома. То следует такая же, как я говорил, ответ, что меня тянет улица. То есть, в принципе, тут он, если дома, то есть ему не разрешат принимать вот такие легкие наркотики, то есть склеить, то тут он это делает, видите, вполне свободно. То есть тут ему никто не может запретить. Вот так дышим клеем. Работаю. Тяжело работаю. То грузчиком, когда где-то на стройке, когда еще где-то. Ну, по-разному. Ну, вообще, как, на улице с 8 лет. Ну, сейчас как бы я вроде бы на квартиру собираюсь устроиться. То есть я себе как-то нашел жилье, то есть уже устал на улице. Улица тюрьма, улица тюрьма. Я устал на улице, вот так получается. Работаю на центральном рынке грузчиком и продавцом. На жизнь. Нет. Я ж без жилья, как же. Через 10 лет. Спокойная жизнь, семья, квартира. Больше мне ничего не надо. Не знаю. Вообще планирую семью создать, хорошую. Я ошибку родителей не собираюсь повторять. Мне оно не надо. Они алкоголиками были. Буду наставником. Идти вперед. Скорее всего, дома, с семьей, с парнем со своим. Вообще хочу расписаться. У нас будет ребенок через 3 месяца. Капусту можно и туда кинуть. Как ты свою жизнь дальше видишь? Никак не вижу свою. Палатки или? А где еще? Или что-то хотела бы изменить свою жизнь? Изменить хотелось бы, но пока не получается. У вас стремление? Главное, чтобы было стремление к изменению. Ну это да, надо. Значит, будем стараться. Через 10 лет, я думаю, так. Объяснить, как ты это не можешь? Ты говоришь, ты умрешь. Не знаю, я себя никак. Вот сейчас, в данный момент, я себя никак не вижу. Ну, давай так. Тут мы сильно много не можем чего сделать. В принципе, по статистике, если 1 с сотни возвращается к нормальной жизни, это считается очень хорошо. То есть очень малый процент возвращения в общество этих детей. Деполь, он хочет помочь всем, но нету желания у других это делать, его нету. У меня такое желание было, и поэтому Деполь мне помог. Они меня очень многому научил, этот Деполь. И хочу сказать, что, наверное, если бы этого не было в моей жизни, я бы не знаю, что со мной, если бы не этот Деполь. Я могла бы стать наркоманкой, могла так бы, дальше продолжать дышать этот клей, да. Я могла бы дальше воровать, я могла бы сейчас сидеть в тюрьме, а не нормально, хорошо жить, да, когда я ни в чем сейчас, на данный момент я не нуждаюсь. У меня сын растет хорошо, да, он ходит в садик. Мне даже некоторые мои друзья, они мне завидуют. Они сами не верят, что такое, может быть. Они говорят, что ты прям рассказываешь все как в сказке. Нет, это не сказка, это была, такая у меня жизнь. For some young people, running away to the streets is a way to find freedom. But many become trapped there, imprisoned in cycles of addiction and dependency. Few discover that true freedom can only be found elsewhere, by accepting help and creating a new life. Some escape, others don't.